Горан был занятым человеком, который каждое утро спешил на важную встречу. Улицы были заполнены людьми, спешащими по своим делам, и он не был исключением, но в этот день его жизнь изменилась, когда он был возле большой кучи мусора. Там он услышал жалобное хныканье. Горан не мог не посмотреть в сторону звука, его глаза встретились с ветхим ботинком, и в этом ботинке лежал крошечный дрожащий щенок. Маленькая собачка выглядела так, будто не могла больше терпеть холод и одиночество, ее глаза были полны страха и отчаяния. Горан не мог равнодушно пройти мимо, он опустился на колени и осторожно вытащил маленького щенка из туфельки. Малыш трясся от холода и голода. Горан обыскал свою сумку и нашел кусок колбасы, который он дал щенку. Песик жадно облизывал еду и, казалось, знал, что его жизнь только что была спасена. Решив помочь щенку, Горан взял его на руки и помчался в ближайшую ветеринарную клинику. Врачи осмотрели щенка и определили, что это маленькая девочка. Щенку дали имя Коко, хотя у нее уже были проблемы со здоровьем из-за того, что она провела на помойке. Врач дал ей хороший прогноз. Коко в конце концов нашла способ выздороветь. Малышку отвезли в приют для животных, где преданные опекуны с любовью заботились о ней. Маленькая девочка начала развиваться и превратилась в очаровательную собаку. Она играла с другими щенками, резвилась на свежем воздухе. Она узнала, что значит быть любимой. Когда Коко немного подросла, опекуны начали искать для нее постоянный дом. Было много заявлений от людей, которые хотели усыновить Коко, но в конечном итоге выбор пал на жительницу Германии, которая уже имела опыт общения со спасенными собаками. Коко наконец нашла любящий дом и заботливых хозяев. Она выросла в семье, где ее кормили, весело играли и безумно любили. Темные дни на помойке были давно забыты, и Коко наконец-то смогла вести счастливую и полноценную жизнь. А все благодаря состраданию Горана. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.